91 год говорит сам за себя. Это другая страна, это другой театр, это другая публика. И, конечно, это был такой очень радикальный и очень смелый шаг. После премьеры финальный аккорд, снимается аккорд, гаснет вот эта огромная лампа, которая сзади, эти прожектора тухнут, и в зале тишина. И потом начинается робко, потихоньку начинаются аплодисменты. И действительно был шок, потому что мы к таким спектаклям были непривычны. Мы никогда не видели такого откровения на сцене и такого оголенного нерва эмоций, которые здесь были показаны. Первый новаторский спектакль, который вот в стране, наверное, произошел, в России, в СССР фактически еще. Это было очень-очень смело и, конечно, феноменально всколыхнуло всех. Очень многим нравится режиссура Дэвида Фримена. Тогда это была абсолютная сенсация. Абсолютная сенсация. Это, кстати, родилось, никто не знает, в обсуждении, которое у нас было в Эдинбурге с Фрименом, когда он еще не знал эту оперу. Мы его просто пригласили на беседу, чтобы сказать ему, мы хотим с тобой поставить. Я сказал, там такая интересная опера, там поет сопрано, рядом стоит баритон. Баритон ничего не понимает, на кого она смотрит. Да? Она смотрит, там белые какие-то тельца, какие-то духи перемещаются. Фримен сказал, о, как интересно. Ну, и так и на сцене они остались. Вот этот разговор у нас был минут 30, наверное. Вот, и не мудрствуя лукаво, вот таким образом это перешло в постановку. Наша задача номер один – это не допускать забвения выдающихся произведений наших величайших композиторов. И слава Богу, Сергей Сергеевич сегодня представлен едва ли не максимально в репертуаре как оркестра Мариинского театра, так и балетной труппы, оперной труппы, и хора. Вообще Прокофьев был такой достаточно, ну, это был вообще человек с юмором, да, скажем. И у него такие есть интересные произведения, вещи, написанные с большим чувством юмора. Я думаю, что для него это было, с одной стороны, серьезное произведение, а с другой стороны, какая-то, может быть, и шутка. Ну, мой друг, на первый раз прощаю. В творчестве Прокофьева для меня это одна из самых таких сильных его вещей, потому что я вообще такой довольно человек, люблю всякую дивалинку, там, чертовщинку, поэтому мне эта опера очень нравится. Но вот эта постановка, на мой взгляд, сделать что-то более подходящее, так сказать, которое дружит с книжкой, невозможно. Если мы слушаем эту партитуру, она, как сказать, насыщена информацией. Она очень сконцентрирована. Здесь нет просто какого-то антракта, которого, знаете, и легического, который мы можем перевести дух. Нам не дают ни разу расслабиться. Здесь все время происходят события на грани вот такого разрыва аорты. И, конечно, вот благодаря нашему оркестру, вот она получила, мне кажется, наверное, это
первое такое прочтение, которое удовлетворило бы автора. Потому что вот ту эмоцию, которую Гергиев смог добыть, которую смог пронести через весь спектакль, вот и сделала этот спектакль, поставила его в ряд с другими операми Прокофьева. Вот я не уверен, если бы не было бы этой постановки, мы бы знали бы эту оперу просто и относились бы к ней каким-то образом. А так как мы ее открыли не только для себя, а для всего мира, потому что эта постановка объехала все крупнейшие сцены, насколько я помню, все крупнейшие сцены мира. И нигде не оставила равнодушного или человека, который бы усомнился в художественных достоинствах этой партитуры. Я воспринимала ее больше не как одержимую дьяволом, а как человека с психическим каким-то расстройством, поэтому было немножко, скажем так, проще. А потом уже приняла какие-то другие аспекты спектакля. Но я первый раз в жизни поняла, что мне нужны наколенники, потому что я обычно как-то с этим не сталкивалась, хотя было, конечно, такое, но где-то за границей, когда длинный репетиционный период, когда ты постоянно находишься на коленях, например, у Роберта Уилсона я на Баттерфляй пользовалась постоянно наколенниками даже во время спектакля. А здесь я поняла, что если без наколенников я просто останусь без коленей. Был задан этюд на актерское мастерство, что мы живем в католическом монастыре, проснувшись рано утром, первое, что мы должны сделать, это обратиться к Господу, но, тем не менее, душная ночь, прилипшая рубаха, и все твое существо борется между физиологией и духовным, вроде тебе нужно и в туалет, и при этом ты не можешь, потому что в первую очередь надо молиться. И вот мы изображали эту борьбу между духовным и физиологическим. И он сказал, кому подойдет мой секретарь и дотронется, тот потом подходит ко мне, записывается. Там по накалу в музыке, это понятно, что это были бы такие, как у Босха, такие уродливые существа, которые он изображал, Брейгель, Босх, в своих картинах. Совершенно ему не нужны были хорошенькие девочки, поэтому вот многие балетные просто не подходили, которым сложно быть некрасивыми. Но, видимо, он хотел добиться органики. Первая статья, она у меня, кстати, есть в коллекции, там было написано «Впервые на сцене Мариинки в обнаженном виде». Спектакль – это живой организм. Это живой организм. И он не может быть, если его соблюдать как, знаете, законсервированные овощи, то он превращается в экспонат. А все-таки это не музей, а это живой театр. И независимо от того, сколько прошло время, каждый новый исполнитель привносит что-то свое. У каждого своя энергетика, у каждого свой характер голоса, у каждого биение сердца уже другое. Поэтому даже выполняя и сохраняя, мы, естественно, сохраняем мизансценический рисунок, естественно, это с каждым человеком, это новый какой-то своеобразный спектакль. И тем более, что много очень молодежи сейчас вводится, молодежи достаточно опытной, которая уже прошла через большую череду постановок и авангардных постановок. Сейчас хочется говорить о ответственности, а не какой-то амбиции. Амбиции, они удовлетворены. Мы обошли весь мир несколько раз. Значит, можем справляться с операми Прокофьева и Шостаковича? Можем. Тут вопрос не стоит. Так, двумя и тремя составами справляемся. Когда огромный театр масштабов Мариинского театра имеет такие ресурсы, мне кажется, это безответственно проходить мимо вот такого клада, который в прямом доступе. И «Возвращение огненного ангела» — это так же, как и звучащий здесь «Игрок», или «Обручение монастырей», или «Семен Катков», или «Война и мир». Я считал это приоритетом номер один.